Должен ли игрок вернуть деньги, если соперник ошибся в прочтении руки? Где деньги, Лебовски? Подсказки с Реала чемпиону в СОП. Нечестная игра или можно? Почему NBA звезде Джимми Батлеру закрыли доступ на шоу Hustler Casino Live? Вы на Poker.ru, канале крупнейшего ресурса о покере в Рунете. Это 8-й выпуск про покерные скандалы. И перед тем, как мы начнем, по традиции лайк, подписка, колокольчик. В покере часто возникает вопрос, что правильно, а что нет, особенно когда дело касается этики. На прошлой неделе на Hustler Casino Live произошел случай, который вызвал бурные споры в покерном сообществе. Обязан ли игрок, выигравший банк, вернуть деньги оппоненту, который просто неправильно прочитал свою руку? О чем же идет речь? Во время трансляции про-покерист под псевдонимом Sandman сделал колл на $14 300 с пиковыми шестеркой и четверкой 6 хай. При этом на доске лежали трифовая десятка, пиковая пятерка, червовая девятка пятерка и пиковый валет. Его оппонент, любитель доктора Эйдж, показал бубновую и трифовую дам и забрал банк в размере $43 670. Oh my god, I don't have a five. Видеотрансляции разлетелись по соцсетям, и многие начали утверждать, что доктор Эдж должен вернуть ставку на ривере, ведь очевидно, что Sandman просто ошибся. Скорее всего, он думал, что у него трип с рукой вроде 6-5 и 5-4. Проблема в том, что в покере нет правила, требующего возвращать деньги за ошибку оппонента. И даже если бы такое правило существовало, им могли бы злоупотреблять. Каждый раз, когда кто-то делал бы неудачный колл, он мог бы заявить, что просто неправильно прочитал свою руку. Тем не менее, многие игроки считают, что в подобных очевидных ситуациях деньги все же стоит возвращать. В вопросе Джеффа Боски более 60% аудитории проголосовали за то, чтобы оставить деньги себе, в то время как менее 10% готовы были бы вернуть всю сумму. Майк Матусов назвал тех, кто проголосовал за сохранение денег, позором для покера и поставил под сомнение их моральные принципы. С другой стороны, многие считают, что ответственность за правильное чтение своей руки лежит на игроке, и ошибки — это часть игры. В недавнем heads-up матче в The Lodge Cut Club совладелец клуба Doug Polk вернул деньги своему оппоненту в аналогичной ситуации, считая это правильным поступком. Если бы это был валет 4, было бы проведено расследование, пошутил один из комментаторов, имея в виду печально известный инцидент с предполагаемым мошенничеством между Гарретом Эндельштейном и Робби Лью в Hustler Casino Live годом ранее. Кстати, подробнее про этот случай вы можете посмотреть в нашем прошлом выпуске. Сделайте это обязательно после того, как посмотрите это видео до конца. Так что, обязан ли игрок возвращать деньги, если его оппонент сделал колл с рукой, которая даже не может победить блеф? Напишите свое мнение в комментариях. Недавняя ситуация на мировой серии покера вызвала немало споров. Чемпион этого года Джонатан Тамайо выиграл главное событие в СОП и увез домой $10 миллионов. Однако победа не обошлась без обсуждений. Одни считают, что он все сделал по правилам, а другие, включая известного игрока Алана Китинга, считают, что такая тактика может нанести вред игре в целом. Играя в финальный стол, Тамайо часто советовался со своей группой поддержки между раздачами, что вызывало вопросы у некоторых зрителей и игроков. Доминик Ницше, владелец программы для обучения покеру DTO Poker Training, использовал солвер в 3 метрах от финального стола, главного события мировой серии. Он считал решение для префлопа. Вообще, в любом онлайн-руме за открытый солвер во время игры сразу бан, но не на главном событии в СОП. Алан Китинг высказал мнение, что такие действия могут быть негативным сигналом для игры. Он заявил, что когда на кону такие огромные суммы, игроки готовы сделать все, что не запрещено правилами, чтобы победить. Однако для многих любителей покера это может выглядеть нечестным. Китинг, который предпочитает кэш-игры на высокие ставки, а не турниры, считает, что если покер хочет привлекать новых игроков,
то атмосфера за столом должна давать шанс на победу каждому, а не только тем, у кого есть доступ к специальным программам и возможность консультироваться с экспертами. Многие игроки поддержали его мнение, отметив, что покер — это индивидуальная игра. С другой стороны, многие отмечают, что в других видах спорта использование анализа и советов — это нормальная практика. Доминик Ницше, один из тех, кто помогал Тамайо, считает, что улучшение общего уровня игры только на пользу покеру. В итоге оба лагеря правы по-своему. Тамайо не нарушил правил и заслуженно стал чемпионом мира. Но Китинг тоже имеет право на свое мнение о том, что такие методы могут отпугивать новых игроков. А как вы считаете, консультации с группой поддержки во время игры — это читерство или нормальная практика? Напишите обязательно в комментариях. Владельцы шоу Hustler Casino Live больше не хотят видеть звезду NBA Джимми Батлера за своими столами. Сооснователь шоу Ник Вертучи во время последнего стрима заявил, что Батлер больше не будет приглашен на его покерное шоу из-за грубого поведения во время своего единственного визита. Джимми по прозвищу Buckets — игрок NBA с 14-летним стажем. 22 июня принял участие в Hustler Casino Live. Этот выпуск стал одним из самых запоминающихся в истории покера на телевидении, благодаря ярким участникам: светскому льву Дэну Бильзеряну, легенде Twitch-стриминга Ниндзя, боксеру Райану Гарсия, звезде футбола Неймару и любимчику шоу Алану Китингу. Во время игры Китинг сыграл одну из самых абсурдных раздач в истории, проиграв 7 раз подряд Неймару. Но вечер запомнится не этим эпичным проигрышем, а жестким поведением Батлера. Что же сделал Джимми Батлер? Батлер, несмотря на то, что поднимал ставки до раздачи только в 2% случаев, заработал $122 тысячи в своем первом и единственном появлении на Hustler Casino Live. Он показал, что в безлимитном холдеме тайт — это ключ к успеху, особенно за лузовым столом, полным активных игроков. Однако Ник Вертучи был возмущен поведением форварда Miami Heat. Вертучи не из тех, кто будет молчать, если что-то не так. Он не боится высказать свое мнение, даже если оно направлено на мировую спортивную звезду. В понедельник, почти через 2 месяца после появления Батлера на шоу, Вертучи устроил настоящую словесную расправу над Джимми Бакетсом. Вертучи без колебаний ответил: даже не Бильзерян, Джимми Батлер. Мне он не нравится. И это был только старт его критики. Кайл Равреби, видеопродюсер и комментатор шоу, поддержал Вертучи и согласился с тем, что Батлер вел себя неприятно. Он был груб со всеми, продолжил Вертучи. По просьбе других игроков Вертучи раскрыл подробности своих претензий к Батлеру. Во-первых, он ждал Неймара 1,5 часа и не собирался играть, пока тот не придет. Мы даже были вынуждены пересадить его поближе к Неймару. В общем, немного капризов звезды, но мы к такому готовы. Потом его раздражали страдлы и другие нестандартные игры за столом. Ему хотелось играть в обычный холдем. Он встал, начал возмущаться, и мне пришлось подойти, чтобы его успокоить. Я спросил, чем могу помочь, на что он ответил, чтобы я убрал свою чертову руку с его руки. Я напомнил ему, что мы уже знакомы и что я сооснователь шоу, но он только буркнул: если хочешь помочь, принеси мои деньги. And I say, hey Jimmy, listen, is there anything I could do for you? He goes, yeah, first thing is get your hand off my fucking arm. Oh, I did, right? Whoa, yeah, and I said, and I didn't move it. And I said, hold on, I said, we met, you may have forgotten, no big deal, but I own part of the show. I just want to help you. He goes, you want to help me, go get my money. And I said, okay. I said, listen, I don't do that. And you know, if you want to go get your money, go get your own fucking money. And I just walked away. Вертучи отказался выполнять просьбу Батлера, что еще больше разозлило игрока. Ситуацию усугубил и тот факт, что Батлер, по словам Вертучи, был груб не только с персоналом, но и с фанатами, которые пришли встретиться с ним. I don't want him back. He was rude. He was rude to the dealers. He was rude to other players. He was rude to the staff. Oh, and guess this is the best one. I'm going to say this. Мне все равно, сколько он привлекает зрителей. Я не хочу видеть его снова.
говно, заключил Вертучи. Он грубил дилерам, игрокам, персоналу и даже фанатам. Тем не менее, не все разделяют мнение Вертучи. Второй сооснователь Hustle Casino Live Райан Фельдман дал положительную характеристику Батлеру. У меня остались только хорошие впечатления от Джимми. Он с удовольствием фотографировался и раздавал автографы. Мы много разговаривали после игры, и он оказался довольным своим опытом. Очевидно, что мнения о Джимми Батлере на Hustle Casino Live разделились, но одно можно сказать точно: поведение звезды вызвало бурю эмоций. А на этом все. Пишите в комментариях свое мнение по поводу поведения Джимми на покерном шоу. И не забудьте посмотреть на канале прошлый выпуск покерных скандалов, в которых мы рассказываем о топ-5 самых известных покерных драк. Всем пока-пока!